Привет, друзья! Меня зовут Маша, и сегодня я научу вас, как правильно образовать и как правильно использовать степени сравнения прилагательных в русском языке. Звучит очень научно и трудно, но простыми словами я объясню, как по-русски передать мысль, что одна характеристика выражена сильнее или слабее, или это характеристика или свойство, качество выражено очень сильно, в самой высокой степени в русском языке. Для этого существуют сравнительная и превосходная степени. Форма прилагательного, которую мы найдем в словаре, это форма мужского рода единственного числа. Например, красивый, новый, зеленый, теплый, интересный. Но, естественно, прилагательное может стоять в форме женского рода, среднего рода, множественного числа, красивая в женском роде, красивое в среднем роде, красивые во множественном числе. Эти все формы – это так называемая положительная степень прилагательных. То есть это форма, которая называет какую-то характеристику предмета или свойство предмета, качество предмета без сравнения с другими характеристиками, без указания на степень или интенсивность проявления. Однако в русском языке существуют степени сравнения, значение которых заключается в том, чтобы показать интенсивность выраженности признака или характеристики. Например, сравнительная степень прилагательных служит тому, чтобы показать, что данный признак или данная характеристика выражена сильнее у данного предмета, чем у другого предмета. Иногда тоже сравнительная степень может указывать на то, что данная характеристика выражена слабее у данного предмета, чем у другого. Теперь немножко теории. Сравнительная степень в русском языке бывает двух видов. Первый вид – это простая сравнительная степень. Почему называется простая? Потому что для ее образования мы не используем дополнительных слов. То есть само слово меняет форму так, чтобы показать сравнительную степень. В русском языке сравнительная, простая сравнительная степень прилагательных образуется с помощью суффиксов е, ше и же. Обычно, чаще всего, это суффикс е. Например, красивый, красивее, новый, новее, интересный, интереснее. Но очень часто при образовании этой
сравнительной степени, простой сравнительной степени прилагательных в основе слова происходит чередование. Боже, какие трудные слова. Основа – это все слово без окончания. То есть обычно меняются последние буквы этой основы или корня слова. И так происходит, чтобы нам было проще произносить слова. Например, высокий человек выше, редкий гость реже, короткая дорога короче. Слова плохой и хороший имеют особенные формы сравнительной степени. То есть они меняют полностью слово. Сравнительная степень от слова «хороший» будет лучше, и сравнительная степень от слова «плохой» будет хуже. И эти формы, естественно, нужно просто запомнить, потому что логически мы не сможем их образовать. Друзья, вам, как изучающим русский язык, очень важно помнить, что сравнительная, простая сравнительная степень прилагательных не изменяется. Это так немножко странно и неинтуитивно, потому что прилагательные изменяются по падежам, по родам и числам, а эта форма всегда неизменна. Приведу примеры. Например, этот журнал интереснее, чем тот. Суффикс «ее» в конце слова «интереснее». Эта книга интереснее, чем та. Женский род книга, та же самая форма интереснее. Это издание интереснее, чем то. Средний род издание и та же самая форма интереснее. Эти публикации интереснее, чем те. Множественное число, форма простой сравнительной степени прилагательного остается без изменений. И на это нужно обращать внимание. Еще важно помнить, что очень многие короткие прилагательные имеют чередования в простой сравнительной степени, и эти формы нужно постараться запомнить. Я приведу вам некоторые примеры. Высокий выше, он выше, чем я. Низкий ниже, моя мама ниже, чем я. Короткий короче, это платье короче, чем то. Богатый богаче, тот сосед богаче, чем этот. Дешевый дешевле. Морепродукты в Испании дешевле, чем в Польше, а снег в России чаще, чем в Испании. Составная сравнительная степень прилагательных в русском языке образуется с помощью дополнительных слов или вспомогательных слов. Более в этой конкретно форме с «ее» на конце или менее с «ее», к которым добавляем прилагательное в полной форме
форма этого прилагательного зависит от стоящего с ним в паре существительного. Звучит трудно. Простыми словами, это значит, что существительное влияет на форму прилагательного. Приведу примеры. Эта книга более интересная, чем та книга, она. Поэтому форма интересная – это форма женского рода единственного числа, как книга. Это задание менее трудное, чем то. Задание – средний род, единственное число. Поэтому задание какое менее трудное. Прилагательное согласуется по роду и числу с существительным, то есть стоит в такой же форме, повторяет форму существительного. Дальше. Эти здания более современные, чем те здания, они множественное число среднего рода, поэтому прилагательное стоит в форме множественного числа. Здания какие? Более современные. Вы, друзья, зададите очень логичный вопрос. Когда мы используем простую сравнительную степень прилагательных, а когда составную? И я скажу, что для большинства слов можно использовать и простую, и составную сравнительную степень. Однако есть определенные закономерности, то есть логика в использовании такой и такой степени сравнения. И логика такова, что если перед нами короткое, простое слово, то в русском языке есть тенденция использовать простую сравнительную степень. Как я сказала, короткий – короче, белый – белее, высокий – выше. Однако, если перед нами достаточно длинное слово, и особенно если это заимствованное слово, мы чувствуем это влияние, что это слово пришло из другого языка, то чаще всего мы будем использовать это слово в составной сравнительной степени. Например, этот автобус более комфортабельный, чем тот. Этот проект более или менее значимый для фирмы, чем тот. И я бы сказала, что составная сравнительная степень чуть-чуть более литературная. Ее чуть-чуть больше используют в письменном языке, книжной речи, а простая сравнительная степень чуть больше используется в устной разговорной речи. Хотя обе эти формы абсолютно свободно можно использовать и в письменной, и в устной речи. Еще, друзья, важно обратить внимание на синтаксическую конструкцию, то есть как сравнительная степень прилагательных используется в предложении, во фразе. И сравнительная степень используется в конструкциях типа «Эта книга более интересная, чем та». То есть для того, чтобы ввести или включить во фразу второй элемент, с которым мы сравниваем этот первый, мы используем этот
союз чем. И оба предмета, оба объекта стоят в именительном падеже. Это здание менее современное, чем то. Этот урок короче, чем предыдущий. Это задание более интересное, чем прошлое. Еще одна форма, которая возможна, которую можем использовать в сравнительной степени, но только в простой сравнительной форме, она выше меня. То есть второй объект, с которым происходит сравнение, стоит в форме родительного падежа. Это здание выше того. Эта книга интереснее первой. Этот проект труднее прошлого. Этот дом новее другого. Не все прилагательные имеют степени сравнения. Не все прилагательные, не все характеристики мы можем сравнивать. Сравниваем цвет, размер, форму, вес и так далее. В русском языке есть группа прилагательных, так называемые относительные прилагательные, которые указывают на характеристику через отношение к предмету. Например, деревянный стол. Это стол, который сделан из дерева. Выражает характеристику через отношение к материалу. И такие прилагательные в русском языке не имеют степеней сравнения. Железная дверь. Не может быть более железная дверь или менее железная дверь. Если в прилагательных есть уменьшительно-ласкательные суффиксы, которые указывают уже на степень проявления признака и наше отношение к этому, то такие прилагательные тоже не имеют степеней сравнения. Например, какой малюсенький листочек. Я не могу сказать, это более малюсенький и менее малюсенький. Хотя слово «маленький» можно использовать в сравнительной степени. Да. Большеватые ботинки или они мне большеваты. Опять, я не могу сказать, что что-то более большевато, а что-то менее большевато. Это простенькое платье. Не могу сравнивать одно простенькое платье с другим простеньким, потому что есть этот уменьшительно-ласкательный суффикс. Хотя, если я просто скажу, это платье более простое, чем то спокойно такую форму мы можем использовать в русском языке. И не просто можем, а используем.